Зрители, с вами я, Светлана Мишина, автор и ведущая программы «Танцы всегда». Миссия нашей программы – показать вам красоту бального танца и рассказать, что танцевать можно начать в любом возрасте. А сегодня мы находимся в Центре социальной защиты «Мещанский» в гостях у спортивного клуба на колясках «Дуэт» под руководством заслуженного мастера спорта Ирины Гордеевой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Ира, вы пятикратная чемпионка России, чемпионка мира. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что смотивировало вас создать клуб спортивного танца на колясках «Дуэт». С чего вообще все началось? Танцами на колясках я стала заниматься в 2003 году. И до меня в городе Москве никто этим направлением не занимался. И когда я уже занималась несколько лет, появилась такая необходимость как-то нам легализоваться, и тогда мы создали клуб. Всегда сложно быть первопроходцем, начинать что-то с нуля. Естественно, это непросто, потому что когда мы начинали, у нас не было ничего, у нас не было ни колясок, ни зала, ни тренера. То есть мы до всего доходили сами занимались организацией всей, и тренировочного процесса, и выездов на соревнования. Приобрели уверенность и поняли, что мы можем заниматься не только вот сами, там, парой одной, но и помогать другим людям на колясках, заниматься этим замечательным видом танцев. Я сама танцую. Я начала танцевать во взрослом возрасте, танцую по системе ПРОАМ. И я знаю, что вот именно наличие турниров, оно очень мотивирует и дает желание заниматься, потому что ты готовишься к конкурсу. Какие соревнования есть для танцоров на колясках? Танцы на колясках – это официальный вид спорта. По нему проводятся чемпионаты мира, Европы, То есть это прям России. официальный чемпионат мира? Да, официальный чемпионат мира, который проходит под эгидой Паралимпийского комитета. Здорово. Международного. В России это чемпионат России, это чемпионат регионов, у нас чемпионат Москвы проходит, Кубок Москвы открытый каждый год. А как вообще люди узнают о вашем клубе, как приходят к вам? И любой ли человек может прийти и начать заниматься, или какой-то у вас отбор? Часто узнают из соцсетей, но, на мой взгляд, по моему опыту, лучше всего работает сарафанное радио. Сарафанное радио. Именно да? сарафанное радио. И вот люди на колясках общаются, передают друг другу. И вот таким образом к нам приходят, да, на каких-то мероприятиях, много раз я просто приводила за руку. На каких-то мероприятиях мы даем мастер-классы. По большому счету прийти к нам заниматься может любой человек с инвалидностью, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но как в любом спорте, конечно, у нас какой-то отбор есть. Ну, отбор – это уже для тех, кто готовится именно к каким-то серьезным соревнованиям. Ну, я бы не сказала. Даже вообще для того, чтобы заниматься. Не со всеми диагнозами можно заниматься. Это, конечно. Все-таки для того, чтобы заниматься танцами, нужно быть очень активным и подвижным. И функции рук должны быть максимально сохранены, конечно. Такие быстрые движения, повороты, и вдруг ты осознаешь, что это насколько нужно действительно быть физически, в том числе, подготовленным. Обязательно они спортсмены, они готовятся, они тренируются, и есть занятия по общефизической подготовке, естественно. А как часто у вас проходят тренировки? Тренировки у нас 3 раза в неделю, но непосредственно перед соревнованиями мы занимаемся чаще. Потом мы выезжаем на сборы перед крупными соревнованиями. Танцы – это такой вид деятельности, который дает человеку и удовольствие, и счастье движения, и какую-то мотивацию жить и гореть своим делом. Из вашего опыта, когда приходит к вам новый человек, и потом он начинает заниматься, как танцы меняют жизнь этого человека? Танцы – это показательный вид спорта, а показывать себя перед людьми может далеко не каждый, он не готов. А когда человек в коляске, это на 2 умножается. Дело в том, что я вижу своих ребят, они приходят, их не нужно мотивировать. Они уже настолько максимально мотивированы, они готовы заниматься, они готовы участвовать в соревнованиях.
Ну, мы им ставим цель. У нас есть календарный план, которому мы следуем, и мы готовимся к соревнованиям. Конечно же, мы участвуем не только в соревнованиях. Большая часть нашей деятельности – это участие в различных концертных выступлениях, показательных выступлениях. Вот сейчас идет декада инвалидов, и у нас очень много предложений. Мы выступаем в различных мероприятиях, посвященных Международному дню инвалида. Практически каждый день вот мы сейчас заняты и выступаем. Это очень здорово. Спортивные соревнования – это все-таки спортивные. Там больше и зрителей, больше тех, кто причастен к спорту. Когда же вы даете какой-то концерт просто для обычных людей-инвалидов, то есть вы показываете людям, что жизнь может быть наполненной и красочной в любом состоянии, в любом положении. Надо сказать, что мы выступаем не только для людей с инвалидностью, но нас приглашают и на крупные городские мероприятия. Вот, например, на День города был большой концерт в Лужниках, и мы там выступали. 81 тысяча зрителей нас видела. Я думаю, что вы просто даете людям надежду на другую яркую жизнь. Не просто Жизнь с надежду, целью. мы даем эту яркую, интересную жизнь, потому что у людей есть цель, смысл, они участвуют, выступают в соревнованиях, в концертных программах. Это очень важно. А помогает ли вам как-то государство? Нам помогает Департамент социальной защиты. Вот мы занимаемся в Центре социального обслуживания Мещанский. Здесь нам предоставляется зал бесплатно. Я хочу сказать, это тоже большое дело, потому что я как танцующий человек, и у меня тренировки каждый день, и я знаю, что такое платить за зал каждый день. Причем мы платим по часам. Вот за каждый час тренировки я плачу за зал. И за месяц набегает значительная такая сумма, поэтому то, что вам предоставляют зал в Москве бесплатно, это уже Потом очень хороший Департамент соцзащиты через Общество инвалидов Московское нам предоставляет транспорт специальный с подъемниками, на котором мы возим наших ребят на тренировки, потому что это тоже добраться, особенно в зимнее время, это очень сложно. Да. Ну, и мы ребят возим на занятия. Танцы – это очень дорогой вид спорта. Я это знаю не понаслышке. я сама Да, и танцую. расходы у нас здесь не меньше, чем в обычном спорте. Конечно. Я думаю, больше, потому что у нас еще коляски, у вас которые еще очень коляски, дорогие. которые стоят очень дорого. Которые нужно менять раз в несколько лет. То, что нам дает государство, оно не покрывает этих расходов. Поэтому нам помогают, конечно же, меценаты и благотворительные фонды. Вы сказали про помощь вам от фондов и меценатов. Это очень большое дело, когда неравнодушные люди создают какие-то фонды, которые ищут помощь для нуждающихся. Я лично знакома с двумя братьями-танцорами, Ильей и Андреем Боровских, которые создали фонд поддержки физического, духовного и культурного развития помощи танцорам. И я знаю, что они помогли вам собрать средства для участия ваших спортсменов в соревновании. Да, фонд ФДКР помог собрать средства для того, чтобы мы смогли выехать на Кубок России. То есть на важное крупное соревнование. Да, это на важное крупное рейтинговое соревнование, где наши ребята завоевали 9 медалей. 9. То есть эта помощь была очень действенной и нужной. И очень своевременной. Очень своевременной. Мы благодарим фонд ФДКР и братьев Боровских. Очень хотелось, чтобы Илья приехал сегодня к вам, поддержал и сказал какие-то теплые слова, но, к сожалению, он уехал по работе и находится не в Москве. Поэтому мы записали небольшое видеообращение к вам, которое приятно будет услышать. Ира, расскажите, какая вообще помощь нужна вашему клубу? На данный момент мы очень нуждаемся в спортивных колясках, мы в них нуждаемся всегда. И очень большая статья расходов – это выезды на соревнования. Нам опять предстоит выезд на Кубок России в следующем году, в начале года. И вот нам Выезд нужна на соревнования – это именно какие-то билеты на Это перелет? авиабилеты, это проживание, это стартовые взносы. Уважаемые зрители, нам нужны
партнеры, танцоры без инвалидности, которые будут танцевать с нашими девочками на колясках. Не просто танцевать, а участвовать в соревнованиях самого высокого ранга, чемпионатах России и мира. И все наши танцоры, независимо на колясках они или нет, получают спортивные разряды и звания. Каждый из нас может стать частью большого добра и поддержать тех, кто в этом нуждается. Ведь благотворительность – это не просто пожертвование, это передача частички себя на благо другого человека. Я сама танцую и участвую в турнирах. Когда мы решили записывать передачу с клубом «Дуэт», я рассказала об этой идее своим знакомым, своим коллегам по паркету, танцующим девочкам, предложила помочь. Я даже не ожидала, что откликнется столько человек, что столько людей мне напишет. Я ощутила себя как в фильме, когда говорилось про 6 волшебных рукопожатий. Мне звонили и писали люди не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, из Новосибирска. Я даже не ожидала, что так много человек откликнется. Офтальмологическая клиника из Новосибирска Яна и Константина Пузыревских написали мне, что они готовы подарить клубу «Дуэт» коляску для выступлений стоимостью 328 тысяч рублей. Кроме того, мне прислали 16 турнирных платьев для передачи их клубу, чтобы девочки были яркими и красивыми на паркете. 3 девочки захотели сами подъехать на передачу и выразить вам свое восхищение и тоже подарить платье. Мы тоже танцуем и хотим поделиться с вами частичкой наших танцевальных увлечений. Мы принесли вам платье. Пусть они добавят в вашу танцевальную историю красоты, элегантности, каких-то новых ощущений. Успехов вам и удачи на паркете. Ребята, хочу вам сказать, что никогда не отчаивайтесь, идите вперед, танцуйте и будьте счастливы. И мы желаем вам дальнейших успехов и будем с удовольствием следить за вашими призовыми местами. Сейчас на экране вы видите QR-код. Перейдите по нему на YouTube, на видео этой программы, оставьте свой комментарий о том, что хотите помочь, и мы с вами обязательно свяжемся. Давайте вместе сделаем этот мир лучше. Ира, в прошедшие выходные меня пригласили быть в жюри конкурса красоты в городе Псков. Со мной вместе в жюри сидела известная певица, которую все, конечно, знают. Я рассказала ей о том, что мы будем записывать с вами передачу, и ей очень захотелось приехать и поддержать вас. Встречайте, Наталья Гулькина, экс-солистка группы «Мираж», известная певица и просто очень добрый и отзывчивый человек. Я просто женщина, могу быть нежная, могу быть страстная, глупая, властная, даже опасная. Я просто женщина, могу быть бешеной, могу быть разной, счастливой, несчастной, но настоящей. Я просто женщина. Раскрывайте новые грани своего таланта, друзья мои, и пусть у вас все будет хорошо. И мы с вами на новую песню делаем номер, и обязательно, как только у меня в Москве будет концерт, мы с вами все вместе его там покажем. Ура! Ура! Дорогие друзья, сейчас я хочу представить вашему вниманию одну из участниц клуба «Дуэт». Ирочка, расскажи, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, меня зовут Чебарева Ирина, я трехкратная чемпионка России, Москвы, Белоруссии по спортивным танцам на колясках среди детей и юниоров. Занимаюсь в дуэте. Со скольки лет ты занимаешься? С 11. Ирочка, но ты танцуешь уже довольно давно, и все-таки помнишь ли ты, как изменилась твоя жизнь, когда в твоей жизни появились танцы? Вообще, по-моему, очень сильно изменилась, потому что я начала больше как-то самовыражаться, начала красивее одеваться, захотела себя показывать, начала больше общаться, у меня появилось много друзей. Стала более спортивной, подтянутой.
Ну и, наверное, еще более счастливой. Ну да, конечно, потому что танцы это все-таки радость. Ира, а скажи, пожалуйста, участие в турнирах – это такой момент, когда ты выходишь на публику. Вот это же нужно все-таки иметь какую-то смелость выйти на публику. Вот, наверное, не все могут это сделать. Но мне кажется, что даже если кто-то не могут, если они придут в наш клуб, то они научатся, потому что нас этому учат. Как правильно подавать эмоции, как правильно играть со зрителями, что нужно делать, как двигать руками, как двигать лицом, так сказать. Вот. То есть ваш клуб поможет самому скромному и неуверенному раскрыться, человеку. да, мы раскрываем людей, чтобы люди были позитивными, счастливыми, чтобы они показывали себя, какие они есть. Скажите, пожалуйста, ваши пожелания людям, которые находятся на колясках и, может быть, хотели бы начать танцевать, но не могут решиться. Но я думаю, что самое главное, если ты хочешь начать танцевать, сделать первый шаг. Не побояться прийти в зал и попробовать. И просто попробовать? Конечно, просто попробовать, а дальше мы поможем и поддержим. Дорогие друзья, а наша программа подходит к концу. С вами была я, автор и ведущая программы «Танцы всегда» Светлана Мишина и моя гостья Ирина Гордеева. Увидимся в следующей передаче.